Василий, скажи честно, сидишь на ГЗТ? Не сижу. Сижу на стуле сейчас, могу показать. Возможен ли армрестлинг без фармакологии? Конечно, преимущество будет у принимающих, да, запрещенные препараты. И на самом деле, знаешь, на самом деле вот эти истории по поводу ГЗТ и фарма, они умиляют. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Когда приезжаешь к родителям, есть проблема, потому что сразу понимаешь, что придется нарушить режим. Потому что я отказать себе в удовольствии съесть такие вкусные штучки не могу. Но спасает только одно, что в большой комнате есть штанга. И поэтому я сейчас соточку пожму, 2 подходика. Вот я приду кушать, ладно, Надежда Михайловна, подождешь? Чтобы моя совесть была чиста, ладно? Жим будет осуществляться под руководством, под неусыпным контролем главного тренера сборной по жиму Кузнецова Евгения Ильича. Ну, я не знаю, я, может быть, раз 10-12. И на самом деле, знаешь, на самом деле вот эти истории по поводу ГЗТ и фарма, они умиляют. Потому что их так много. Знаешь, вот я, например, жму лежа, ну, я редко жму. И я жму очень мало. То есть, ну, сотку на 10 раз, ну, это максимум. То есть, я в каких-то вещах, которые не тренирую, ну, достаточно слаб. Акцию, я понимаю, насколько люди ленивы, насколько люди не хотят ничего делать. И, знаешь, вот если мы берем армрестлинг, то есть я не против фарма, особенно в большом спорте. Блин, ребят, без проблем. Но фарма не должна заменять тренировочный процесс. А у многих рукоборцев фарма заменяет тренировочный процесс. И они, не совершенствуя свою технику, не совершенствуя свою методику, путем увеличения дозировок пытаются добиться изменения результата. А это ни к чему, кроме травм, не приводит. И многие люди такие, надо ГЗТ. Ну, окей, там, я допускаю, что, может быть, в 52 года там, или в 55. Там, ну, я вполне допускаю, что я, может быть, как бы там себе тестостерон и подколю. Почему? Ну, все может быть. Но если сейчас я живу, у меня все нормально работает, зачем я должен напрягать свой организм, извини, я не понимаю. Возможен ли армрестлинг без фармакологии? Возможен. Это без проблем вообще. Это многие ребята, да не многие, кто выиграл чемпионаты мира и по сути не попался на доп-контроле, это чистые люди. А такие люди, это многие, допустим, я так скажу, что с уверенностью я скажу, когда я сдавал доп-контроль на чемпионате Европы и мира, частые гости там были такие спортсмены, как Ливан, Прудник,
Иван Матюшенко, Красимир Тадинов. Мгм. В принципе, это одни из таких топовых спортсменов, которые сейчас с нами борются. Они проходили с нами доп-контроль и сдавали не раз его в год, а Мгм. 2 и 3 раза. У нас бывало брали доп-контроль в первый день борьбы, и во второй день борьбы тоже брали доп-контроль у нас. Бывало и Ничего такое, себе. да. Это что-то типа системы Адамс в пауэрлифтинге, когда тебя могут там в любой момент времени выдернуть. Ну, не так маленько было. Было так, что в первый день ты сдаешь доп-контроль, и Ага. мы, спортсмены, будучи чистыми, не понимали, для чего у нас доп-контроль берут на следующий день. Что ты Ага. можешь в своем организме изменить так, что оно изменит твою Да-да. силу за сутки. Ага. Ну, бывало и такое, что Ну, 2 раза понятно, брали да. за эти соревнования. Интересно, даже не знал такие нюансы. Я думаю, зрителям тоже интересны такие подробности. Да, Как бы также и у очень- нас Сашу Андреев и Георгий Цветков тоже присутствовал. То есть, в принципе, многие топовые спортсмены с нами там присутствовали. И Так, становились чемпионами мира и чемпионами Европы. И я еще вопрос. даже дополню, что Да-да. когда я боролся на чемпионате Европы и мира, тренировался в 5 раз меньше, чем сейчас тренируюсь. Я выигрывал. Самое главное, это задаток малых лет, когда ты приходишь в спорт, Мгм. и тебе тренер задает задатки, да, ну, то выставляет твою технику, выставляет твою силу, твои связки. Мне достаточно было просто приходить раз в неделю бороться с ребятами и выступать, и выигрывать. Но очень было много работы у меня, которую я не мог пропускать, потому что я этим жил, и я тренировался, правда, редко. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важно было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Самое главное для спортсмена, который хочет добиться максимального результата, это продуктивно потренироваться и хорошо восстановиться. Предлагаем вам предтренировочный комплекс Hurricane Energy от известного бренда спортивного питания Magic Elements. Данный комплекс разработан немецкими учеными и в разы повышает силовую выносливость, усиливает концентрацию внимания и, что немаловажно, обладает жиросжигающими свойствами. А чтобы ваши мышцы как можно быстрее восстановились, приобретайте БЦА аминокислотный комплекс с витаминами и минералами Renovator. И результат не заставит вас долго ждать. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Заказывайте на маркетплейсах Wildberries и Озон. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию, такие как креатин, протеин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. На мой взгляд, роль фармакологии в армрестлинге, она очень незначительна в рамках категории. То есть, однозначно можно. Можно без фармакологии добиться высоких, я бы сказал, высочайших результатов. Можно. Особенно в любителях, там, где есть допинг-контроль. То есть, для этого должна быть, конечно, одаренность. Очень высокая одаренность. И она гораздо больше значит, чем фармакология. Вот именно фармакология, по моему опыту, сколько я уже лет в спорте, я смотрю, она принципиально не помогает. Она, возможно, помогает, когда нужно набрать такую супермассу большую, много мяса. Но когда ты выходишь за рамки категории, тогда это может быть как-то важно. А вот если там в одной категории, есть преимущество, да, но принципиально. И я бы точно не стал надеяться на какую-то волшебную таблетку, которая бы сделала бы чемпионом. Нет, здесь должна быть одаренность, должна быть очень сильная, да, сгибатели кисти пальцев изначально. Или же, да, допустим, если уж так не повезло, и кисти пальцев не такие сильные, тогда должен быть какой-то неубиваемый локоть, как у Хатчинса, например, который, да, там... Без кисти может продавливать. Без кисти, он хотя и кисть себе укрепил, будь здоров, но все равно это у него стало звено, и все равно ему там многие ее выбивают. Вы должны быть таким генетическим фриком, чтобы, это я про спорт высших достижений. Поэтому я думаю, что, конечно, преимущество будет при
принимающих, да, запрещенные препараты. Ну, незначительно. Вполне можно их выигрывать и без. Кто, на ваш взгляд, самый одаренный в армрестлинге? Ну, в нынешнем. Кого можно считать, ну, генетика просто вот лучшая для армрестлинга? Ну, я так вот всегда думал, что среди тяжей это Виталик. Просто у него очень, очень такая неудобная антропометрия, огромный. В то же время он быстрый, у него сильные кисти пальца в целом, хотя он сам периодически, на мой взгляд, проигрывает кисть. Ну, это уже особенность техники, да, вот, возможно, немножко не хватает, как будто кисти, но все равно она у него сильная. И я предполагаю, что при должной подготовке это могут быть там как раз вот 200 килограмм такой хорошей массы спортсмен, который потенциально сильнее других. Вот. Кстати, небольшой... Да-да, продолжайте. А так много у нас генетически одаренных. Просто это не всегда это внешне видно. Вот там есть, например, Сашо Андреев. Там, да, он вроде такой невысокий, короткие рычаги. Вот, но, опять же, силовые там запредельные. И там, он для своей маленькой руки там вкручивается просто там, ну, очень эффективно. Там Рустам Бабаев. Маленькая рука совершенно. Да. Там, да, а вкручивается там вот, он там Курдечу, этого Бресна он там вкручивал. Там Борзенко он вкручивал. Кстати, Борзенко в относительно неплохой форме. Кто-то мне в финале Немирова, я помню, не мог верхом пройти. Хотя у него кисть, вот если так посмотрите вблизи, там, да, ну, совсем маленькая. То есть там, я не знаю, там, ну, вот как 60 килограмм категория бывает. Такая, ну, конечно, уже более пухлая, да, но короткие это относительно пальца, небольшая ладонь, но в то же время, видимо, места крепления очень выгодные, и силовой потенциал очень высокий. То есть у него вот именно сгибатели кисти там, наверное, одни из сильнейших в спорте. Поэтому и таких у нас спортсменов много, да. В принципе, я думаю, что любой чемпион вот сейчас в профессионалах, и даже не профессионалах, так или иначе, он, да, там, генетически в чем-то одарен. Там, вот у меня, например, может быть, не внешне, да, там, а тоже, наверное, скоростные показатели хорошие были. Кисть у меня тоже хорошая. В общем, у кого чего. Друзья, мы собираем средства для проведения очередного турнира по армрестлингу среди инвалидов. Соревнований для здоровых людей с хорошими призовыми много, чего не скажешь о турнирах среди инвалидов. И только от вас, от наших зрителей, зависит, получится ли у нас это сделать. Давайте все вместе поучаствуем в добром деле. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и призы победителям, можно выслать по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравился ролик, пишите свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке и с друзьями. Это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Диктор канала Курбанов Эрик. И, кстати, у меня тоже есть свой канал про армрестлинг и силовые виды спорта Берсеркер 13. Подписывайся.